Kamiva Vananam Mrityormukshyamamrita Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityormukshyamamritat Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityormukshyamamritat. Вы должны завоевать свою победу. Господь Шива, 20 декабря 2017 года. Я есмь Шива. Сегодня, именно в этот намеченный нами день, я пришел дать важное послание. Не потому, что это необходимо нам, а потому, что это необходимо вам, находящимся в воплощении и порой совершенно не понимающим происходящее. Действительно, ситуация все обостряется, карма уплотняется и опускается. Понять, что происходит, становится все сложнее. Мы знали это, возлюбленные, и заранее предупреждали вас. Мы говорили многократно, что вибрации физического плана повышаются. Когда вибрации физического плана повышаются, происходит более интенсивное схождение кармы. Вспомните ситуацию, когда вы выходите на улицу со старой периной. Она кажется вполне чистой. Однако, когда вы начинаете ее выбивать специальной палкой, то из перины поднимаются облака пыли. Вот точно такой же процесс происходит, когда мы повышаем вибрации физического плана. Все, что мирно покоилось в вашем подсознании, все кармические отложения тысяч прошлых воплощений начинают пробуждаться и проявляться на физическом плане. Это закономерный процесс, потому что подошли космические сроки и пришло время для отработки кармы прошлого. Именно сейчас наступило время
для отработки кармы прошлого. Потому что в новом космическом цикле должны быть проявлены только совершенные энергии. Мы говорили вам о сроках и времени. Время пришло. Мы говорили о том, что в воплощении находятся лучшие представители человечества. Мы говорили о вашей роли и ответственности. Потому что баланс энергий способны удержать только подготовленные души, специально подготовленные для этой миссии. Есть способы удержания баланса. И на протяжении последних 12 лет через этого посланника было дано много диспенсаций или божественных милостей, которые позволяли сбалансировать сходящую карму с помощью молитв, молитвенных бдений, правильных действий на физическом плане. Десятки диспенсаций были даны, чтобы максимально облегчить кармическое бремя. И ни одна из диспенсаций не была использована. Возлюбленные, мы протягиваем вам руку помощи, но мы не можем за вас принять помощь небес. Учение дается в самое темное время на планете для того, чтобы наиболее светлые души могли им воспользоваться и облегчить кармическое бремя многих. Однако невозможно вместо вас действовать на физическом плане. Невозможно вместо вас молиться. Я имею право говорить неприятные для вашего слуха вещи, потому что я лично давал несколько диспенсаций через данного посланника, и ни одна из них не была использована вами. Последний пример – это диспенсация 33-дневного молитвенного бдения, которое состоялось по моей просьбе осенью этого года. Мы выбрали важный исторический момент и важные астрологические сроки. Была выделена огромная энергия кармическим правлением, предназначенная для трансмутации кармы столетних залежей. Это карма Первой мировой войны, революций в России, столетнего безбожия в России и во всем мире. В этот клубок кармы оказались вовлечены десятки наиболее развитых стран. Требовалось участие всего 1200 человек из России на протяжении 33 дней, чтобы открылись шлюзы небесные и была трансмутирована львиная доля столетней кармы. Это была грандиозная диспенсация, которая позволяла
тысячекратно облегчить кармическое бремя. К большому сожалению, лишь половина из тех светоносцев, на которых мы рассчитывали, участвовала в бдении. Остальные воздержались по разным причинам. Лень, догмы, от которых не удалось освободиться, отсутствие желания и времени. Вы, наверное, еще просто не поняли, перед какой бездной вы стоите. И согласитесь, что мы делали все возможное, чтобы оградить вас от самого страшного. Единственное, что мы не можем, это нарушить вашу свободную волю. Если вы по своей свободной воле желаете прыгнуть в бездну, мы не можем вам препятствовать. Это ваш выбор и ваша ответственность. Это время жатвы, когда лишь самые лучшие души смогут продолжить продвигаться по эволюционному пути. И выбор делаете вы сами. Это ваш выбор и ваша ответственность. И битва между светом и тьмой идет внутри каждого из вас. Было дано достаточно критериев и указывалось на необходимость развлечения. Когда ученики готовятся к жизни, им даются знания, проводится обучение. Потом наступает момент экзамена, и каждый ученик демонстрирует то, чему он научился. И эти знания помогают на протяжении всей жизни. Если же ученики нерадивые и не желают учиться, то у них нет возможности сделать развлечения и понять направление движения. Души обречены метаться в потемках и искать выхода. Все знания были даны. Все вехи обозначены. Например, говорилось о том, что учение непременно нужно закреплять на практике и проводить в жизнь, потому что это необходимое для жизни учение. Говорилось о необходимости действовать, но также говорилось о том, что необходимо действовать с правильным мотивом. Иначе все ваши действия создают дополнительную карму. Вы не можете нас упрекнуть в том, что в это самое трудное время мы покинули вас и не оказали вам всю возможную помощь. Все было дано, открыто и откровенно, в самом большом, доступном на данном этапе объеме. Сейчас время изменилось. Карма настолько уплотнилась, что вы не слышите нас. Наступил самый тяжелый этап пути. Время одиночного полета для каждой души. Только самые сильные и отважные, бескорыстные и преданные души способны будут доказать свое право
продолжить эволюцию. Мы же удаляемся, потому что нет смысла что-то показывать, когда люди не видят. И нет смысла что-то говорить, когда люди не слышат. И нет смысла давать диспенсации, которыми не пользуются. Я желаю вам найти в себе силы и выдержать все предстоящие испытания. Вспомните все наши советы. Вас спасет вера и любовь. У тьмы нет силы. Она питается вашей энергией. Стоит ли кормить несовершенство? Вы должны завоевать свою победу. Желаю вам победить. Я есмь Шива. Всегда победа.